Вітаю усіх закоханих у троянди. Я Світлана, і ви потрапили у мій садок під Киев. В этом сезоне, летнем, таком необычном, я вам совсем мало показывала роз. Исправляюсь, и сегодня покажу свои розы первогодки, посадки апреля. А это так начинает цветение роза Тьерри Маркс. Расскажу вам кратко о тех сортах, которые я посадила в этом апреле. Роза Адмирал. Вот так она выглядела в июне. Маленькая, но очень красивый бутон. Чайно-гибридная, Тантау, Германия, 2017 год. Куст довольно высокий, по характеристикам до 1,5 метров. По ширине узкий. Цветок темно-бордовый с таким бархатно-черным отливом. Диаметр цветка тоже довольно большой, до 15 сантиметров, но бокал у нее, видите, по высоте невысокий, хотя когда в бутоне она, кажется, будет выше роза. Сладкий грушевый аромат у нее. А вот она раскрывается так совсем большая. Роза понравилась, хотя красных роз у меня в саду не было до нее. Темно-бордовые были, пурпурные, красных нету. Вот эта розочка сбоку, видите, какой невысокий. У нее бокал как чаша раскрывается. Куст годится в парадную зону. Красивая, очень довольна. Следующая роза Шато де Вормакю. Выведена в Швейцарии в 2000 году. Роза понравилась. Она мне чем-то напоминает польку. Растет у меня вот тут с Роберто Капуччи, с лилиями. В этом году все одновременно цвели. И очень по цвету перекликается, поэтому я ее и посадила рядышком. Цвет абрикосово-золотистый, желтый такой, похоже очень, да, на Роберто Капуччи. Но там более жемчужный цвет, а у нее с персиковым розовым отливом. Когда она в бутоне, она больше розовая. Очень крепкие у нее побеги. Ни дождь, ни ветер не нагибают, не наклоняют. Цветы устойчивы к дождю. Душистые. Небольшие, видите, соцветия по 3-4 бутона. Или единичные цветы. Листва довольно красивая. Не у всех роз. Она такая блестящая. Куст довольно быстро нарос. Смотрите, за 3 месяца, это уже июль месяц, конец июля. В этом году все наоборот. Когда хотят розы, тогда и цветут. Ну а следующая роза удивительная. Гёте. Вы спрашиваете каждый раз, когда она попадает в кадр. Цветет и одиночными цветами, и вот такими огромнейшими кистями. Больше 20 там было. Вот эта веточка только распускается. Я думала, не сможет она столько цветов одновременно выдержать. И главное, что она стояла сама без опоры. Я с удивлением за ней наблюдала, конечно. Это роза чайно-гибридная. Германия, Тантау, 2009 год. Вот, смотрите, вся в цвету, стоит без опоры. Красавица. Куст высокий, до 1,40 м. Ну, вот такую стрелку одну, видите, выбросила. А по ширине довольно компактный. По цвету разница у меня, потому что съемки были разной камерой. У нее цвет немножко перекликается с розой Домандитьер. Такой малиново-фуксиевый, пурпурно-фиолетовый. Ароматно. Густо-махровые цветы у нее.
Розой очень довольна. Это, наверное, одна из лучших покупок весны 2024 года, потому что будет еще осень. Я жду розы новые. Скоро должны прийти. Куст не разваливается. Листва у него, видите, такая полуматовая. И оттенок такой какой-то палево-зеленый, темноватый. Молодые побеги бордовые. По видео видно. Вот это она в начале сезона. Через месяц уже вот такой цветочек выдала. Ну и следующая роза. Зоммергольд. Плетистая. Она очень похожа на Golden Celebration. Я когда ее показывала, вы даже спрашивали, не она ли? Не она. Немножко больше желтизна у нее такая, с оранжеватым, я бы сказала. Немножко пригорели у нее лепестки, ну и не мудрено. 43 градуса у нас было. Как они выдержали, я не знаю. По оттенкам, опять же, съемки были разной камерой. Поэтому не смотрите, что они как бы немножко отличаются. Германия, оригинатор Ноак, 2012 год. Считается одной из самых лучших желтых плетистых роз. Цветет несколько раз за сезон. Цветы махровые, до 10 сантиметров. Имеет аромат лимона. Название следующей розы я выговорила не сразу. Гранди Джардини Итальяни. Большой итальянский сад. Барни, 2019 год. Очень долго я ходила, смотрела, когда же распустится первый бутон. Ждала, и это был шедевр. Шедевральная роза. Огромные цветы, не сильно махровые, сейчас вы увидите, но они как маки, малинового цвета, нежные лепестки. Прохладную погоду любят больше. Ну, вот эту жару плоховато держала она. А сейчас вот стало прохладней, долго. 6 дней они распускаются, вечером закрываются, распускаются, утром закрываются. Куст рослый, до 1,20 м, стрелки пускает. Диаметр цветка большой. Заявлено до 13, у меня больше. Огромные цветы. Но так как роза итальянская, 6-я зона морозостойкости, ее надо обязательно укрывать. Очень приятно, нежно пахнет. Пурпурно-малиновый цвет. Такие эффектные у нее и бутоны, и цветы. В бутонах она красива, а когда раскрывается, это просто для глаз услада невероятная. Эта роза мне очень понравилась. Рекомендую. Цветет и одиночными, и по несколько цветов, ну немного, где-то 3. Листва такая у нее матовая, невзрачная. Вот такой очень высокий бокал. Ровненькая, статная, красивая. Я ее даже на букеты не срезала. Вот так ходила, любовалась. Следующая розочка прямо пряталась от меня. У меня нету ни одного видео крупного плана. Растет вот с этими шедевральными красотками. И, честно говоря, они ее немножко затмили по цвету. Она вот она, я вам стрелочкой показываю. Роза Вальцетраум. Селекция Тантау, чайно-гибридная. Раскрывается розово-белая, в глубине как белый у нее цветок. К сожалению, плохо держит дождь, плохо держит жару. В жару только 1 день она у меня. Ну, сейчас Грандини, Жардини, Итальяни нам опять отвлекает. Цветоносы заявлено у нее прочные. По одному цветочку. Наросла у меня мало. Как-то плохо вообще наросла. Больше о ней скажу и покажу, наверное, позже. В следующем сезоне. Ну и вот эта красотка моя по моей вине была пересажена в начале июля. Роза Old Port.
Новая Зеландия, 90-й год. Видео ее один. Вот этот цветок, как она вообще выдержала пересадку у меня в жару в самую. Почему? Потому что я ее неудачно посадила. Ее закрыл большой куст, и я ее думала вообще потеряла. Пересадила сюда, и она зацвела. Представляете, такая красивая роза и выдержала летнюю пересадку. Это небольшая флорибунда такого красивого розово-лилового цвета, темная, блестящая. Показываю вам Гёте, потому что мало у меня кадров. Один цветочек, но цветок очень красивый. Олд Порт, понравилась роза. Ну, что хочу сказать. Этот сезон по розам у меня был неоднозначный. Не знаю, как у вас, пишите в комментариях, как ваши розы этот сезон перенесли. Некоторые красавицы, а некоторые очень плохо, к сожалению, цвели. Но мы не отчаиваемся, сажаем новые розы и ждем новый сезон. Всего хорошего, до свидания.